Сегодня мы с вами свяжем вот такой шарик из пышных столбиков. Этот узор называется цветочки. Нам с вами понадобится 2 крючка. Начинаем с того, что делаем воздушную петлю. Я ее обычно делаю таким способом. Нить кладу, как при наборе на спицах. И точно так же, как на спицах, делаю первую петельку. Набираем одну воздушную петлю, немножко ее вытягиваем. И сейчас я вам скажу один важный момент. Когда мы вяжем пышные столбики, обязательно нужно следить за тем, чтобы ниточка вот так вот не перекручивалась. То есть она у нас всегда должна быть на крючке лицевой стороной. Тогда у нас все петельки будут ровные, и изделие получится аккуратным. Итак, вытянули эту петельку. И сейчас начнем вязать первый пышный столбик. Делаем накид. В эту же петельку провязываем первый столбик. Придется все поправлять, все ниточки. Процесс будет долгим. Сразу предупреждаю. Еще вот один такой момент. Удобнее всего нить держать вот таким образом. То есть, чтобы она на крючок ложилась именно вот своей изнаночной стороной. Тогда у вас будет получаться здесь лицевая сторона. Накид. Второй столбик. Не всегда, правда, получается. Перекручивается она. Но ничего страшного, будем поправлять. Мы же хотим, чтобы у нас все было красиво и аккуратно. Накид. Третий столбик. Затем этот столбик нам нужно провязать. Делаем накид. Эту ниточку придерживаем пальцем и пропускаем через все петли. Теперь вводим крючок вот в эту петельку, оставшуюся нашу, захватываем нитку и провязываем 2 петельки на крючке. Дальше снова воздушная петля, вправляем ее, немножечко вытянем, сильно не вытягивайте. Вот сюда в основание снова вяжем тройной пышный столбик, ну точнее пышный столбик из 3 петелек, скажем так. Вправляем. И 3. У кого рука набита, с пышными столбиками получится быстрее. Провязали. Следующий столбик сразу же провязываем вот нашу первую петельку в основании нашего первого пышного столбика. Накид. 1. 2. Сюда же 3. И теперь все эти петельки на крючке нам нужно провязать. Снова делаем накид. Эту ниточку придерживаем и протягиваем через все петельки. Протянули. Ныряем в эту петельку, захватываем ниточку и провязываем через 2 петли на крючке. Дальше снова у нас будет двойной пышный столбик. Делаем воздушную петлю. Провязываем
сюда в основание один пышный столбик. Дальше снова вот в эту петельку, в первую нашу, еще один пышный столбик. Я буду поправлять эти петельки. Если кому-то это не важно, можете не поправлять. Итак, провязали 2 пышных столбика и снова закрываем их, протягиваем ниточку через все петельки и закрываем. Дальше снова у нас будет двойной пышный столбик. Делаем воздушную петлю. Сюда же в основание вяжем один пышный столбик. И вот сюда, в первую петельку. Провязали. Сейчас закроем. Протягиваем через все петельки. Закрыли. Дальше мы будем вязать уже тройной пышный столбик. Сейчас мы здесь немножечко подтянем. Делаем воздушную петлю. В основании вяжем первый пышный столбик. Дальше вот в серединку нашего вот этого образующегося цветочка вяжем второй пышный столбик. И теперь вот в следующее основание, вот сюда, мы вяжем третий пышный столбик. Это уже сложнее сделать, но мы справимся. Я в вас верю. Так, 2 и 3. Снова перекрутилась. Сейчас мы поправим. Так, вот у нас получился тройной. Теперь нам это аккуратненько нужно попытаться закрыть. Протянуть через все петельки. Аккуратненько, чтобы у нас все получилось. Так, что-то там застряло уже. Все. И закрываем. Если не получается протянуть, где-то потеряли ниточку, распускайте и заново. Закрываем. Подтянем.
И вот у нас уже получается такой цветочек. Дальше вяжем двойной пышный столбик. Воздушная петля, вытягиваем ее. Вяжем сюда в основание один пышный столбик. Стараюсь захватывать нитку правильно, а все равно она перекручивается. Так, и следующий пышный столбик вот сюда, в следующее основание. Так, один. Два. И 3. Закрываем их. Закрыли. И дальше нам нужно будет с вами провязать 3 тройных. Их вязать уже сложно здесь, тройные, потому что у нас уже получается такое скругление, поэтому мне на помощь придет второй крючок. Сначала мы с вами провяжем 2 пышных столбика. Так, воздушную петлю вытянули. Так, один провязали, теперь второй. Так, оставляем этот крючок, берем второй, и в следующее уже основание мы вяжем вот этим крючком. Делаем накид и, как обычно, просто делаем один пышный столбик. Сделали. Теперь провязываем первый наш столбик, то есть ниточку придерживаем, протягиваем через петельки, петельку оставляем, захватываем ее вторым крючком, немножечко подтянем, чтобы она не слетела. Здесь держим, не отпускаем, протягиваем через остальные петельки. Все, закрываем. Вот так. Теперь второй тройной.
Это мы с вами провязали второй тройной пышный столбик. Теперь у нас будет третий. Воздушная петля. Вытягиваем. И также аналогичным образом вяжем третий тройной пышный столбик. Вот у нас уже шарик образуется, такой красивенький. Дальше самое интересное, самое сложное. Нам нужно будет провязать 2 четвертных пышных столбика. Опять же, для этого нам, как вы понимаете, понадобится 2 крючка. Итак, воздушная петля. Провязываем на 1 крючок 2 пышных столбика, и на второй крючок также мы провяжем 2 пышных столбика. Теперь нам нужно это все постараться аккуратненько закрыть. Так. Аккуратно. Получилось. Все. Подтянем сейчас. И закроем. И у нас остался последний четвертной пышный столбик. Воздушная петля. Два пышных столбика на 1 крючок и 2 пышных столбика на второй крючок.
Подтянули. И закрываем. Здесь уже можно соединительным столбиком закрыть. Отрезаем нитку подлиннее, ну примерно вот так. Если нам нужна вот эта вот петелька, чтобы вешать ее, эту петельку просто вытягиваем. Можно подтянуть. И сейчас вот мы должны через внутренние вот эти вот петельки ее как бы протянуть, немножечко стянуть вот это отверстие. И теперь давайте сделаем петельку. Зацепимся еще за какую-нибудь там веревочку, петельку. Так, вытягиваем петлю, вот этот кончик перекрещиваем вот так. И просовываем в основание этой же петельки. Завязываем узелок. Все. Этот хвостик прячем. Давайте его спрячем как-нибудь красиво. Так. Выведем сюда и потом затолкаем внутрь просто. Вот и все. Наш с вами шарик готов. Очень мне нравится, очень красивая получается игрушка. Можно повесить на елку. Если сделать без петелек, можно просто дома положить куда-то для декора. Или, как мне подсказали, можно дать ребенку поиграть как мячик.